Всем привет! Здесь я хочу представить ремонт iPhone 6s Plus, у которого не работает фонарь, выполняющий роль вспышки, а также задние и передние камеры. Бонусом ко всему, скорость приема передачи по Wi-Fi у аппарата низкая, по всей видимости из-за оторванного провода антенны. В целом, это видео является продолжением восстановления смартфона после сервисного центра, у которого я ранее заменил материнскую плату и клавишу включения. В комментариях к первому ролику мне написали несколько советов. Одним из них я решил воспользоваться и посмотреть с помощью микроскопа на разъемы, к которым подключаются неработающие элементы. При осмотре на одной из контактных площадок я заметил непонятные включения, по всей видимости являющиеся лишь небольшой грязинкой, а на другой похоже механическое повреждение, но благо не затрагивающие контакты. В результате погнутых или отломанных ножек я не обнаружил. Но вот внимательно посмотрев на шлейфы, расположенные на дисплейной части iPhone, мне показалось, что один из них имеет небольшой дефект. Чтобы полностью в этом убедиться, еще раз задействую микроскоп. Как можно видеть, шина действительно достаточно сильно повреждена, и собственно она отвечает за работу передней камеры. Установив дефекты, на замену испорченных деталей я подготовил новенькую фронтальную камеру, Wi-Fi антенну, а также основную камеру. Теперь приступлю к замене неисправных элементов. Для этого разбираю iPhone и отсоединяю в очередной раз шлейфы. Собственно, начну с передней камеры. Откручиваю винты, фиксирующие прижимную скобу. За ней под шлейфом располагается динамик, который я извлекаю. Затем аккуратно достаю поврежденный модуль. Вынув его, в обратном порядке устанавливаю новый. В ходе замены каких-либо трудностей у меня не возникло, и по времени на это у меня ушло не более 10 минут. Далее полностью собираю смартфон и включаю его, зажав соответствующую клавишу. После запуска аппарата спустя несколько секунд ожидания открываю приложение камеры. В результате заработала задняя, хотя я менял только переднюю. Попробую переключиться на фронтальную. Как видим, она тоже функционирует. Посмотрим, изменилась ли ситуация с фонарем. Включаю его на айфоне и, собственно, можем наблюдать, что он светит. Устранив таким образом сразу ряд неисправностей, попробую заменить оторванную Wi-Fi антенну на новую. Опять-таки, разобрав аппарат на две основные части, извлекаю лоток для сим-карты, после чего аккуратно вынимаю оставшийся провод. Добравшись до полифонического динамика, отсоединяю его от материнской платы и для удобства работы также отключаю аккумулятор. Затем откручиваю винты. Извлеча динамик, видно, что на его корпусе антенна располагается в нижней части. Так как она к нему просто приклеена, с помощью шлицевой отвертки осторожно отсоединяю. Сняв таким образом антенну, обезжириваю площадку и устанавливаю новенькую. Разместив ее на динамике, произвожу сборку компонентов iPhone. Добравшись до финальной части подключения антенны, отсоединяю оставшиеся разъемы от старой и подсоединяю новый, слегка прижав к контактной площадке. Затем устанавливаю аккумулятор на свое место, подключив к материнской плате. Потом подсоединяю шлейфы, идущие от дисплейного модуля. Собрав iPhone, проверю его работу в сети интернет по Wi-Fi с помощью Speedtest. Зайдя на данный ресурс в браузере, запускаю тестирование. По времени оно занимает не более 1 минуты. По итогу в моем случае скорость составила такую же, что предоставляет провайдер, тогда как с отломанным проводом антенны при тех же условиях она была почти в 3 раза меньше. Подводя итоги проделанного ремонта после сервисного центра, мне пришлось заменить антенну, испорченную клавишу включения, идущую вместе со вспышкой, модуль передней камеры и, собственно, первоочередную причину, связанную с неисправностью материнской платы. На этом у меня все. Желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети.